Вы когда-нибудь задумывались о том, как близко вы находитесь к краю своего морального обрыва? Знаете, есть черта, которая отделяет воспитанного, благочестивого гражданина от безумного монстра, способного наплевать на все моральные устои. Представь себе, ты спокойно сидишь или лежишь и смотришь это видео, как вдруг внезапно правила приличия перестают действовать. Останешься ли ты тем белым и пушистым паинькой, которым, как ты думаешь, являешься? Или ты соскользнешь в эту бездну, предаваясь порокам и наплевав на все те моральные устои, которые раньше для тебя казались святыми? Однажды я наткнулся на книгу, которая встряхнула мои мозги до глубины души. Это книга «Эффект Люцифера» Филиппа Зимбарда, которая не просто спрашивает, почему хорошие люди становятся плохими, но и дает вам пощечину в виде жесткого ответа. Так давайте же пройдемся через этот темный, извилистый лабиринт человеческой психики. Тебе, дорогой зритель, нравится думать о себе как о хорошем человеке. Может быть, ты возвращаешь найденные на улице кошельки, переводишь бабушек через дорогу, жертвуешь деньги на благотворительность или работаешь по выходным волонтером в местном приюте для животных. Но давай на чистоту. Ты когда-нибудь брал что-то, что тебе не принадлежало, просто потому что знал, что тебя не поймают? Ручку из офиса, соседский Wi-Fi, вилку в столовой. Я не собираюсь тебя тут пристыдить, а лишь подвожу к тому, что автор этой книги дает ясно понять, что зло — это не какая-то далекая абстрактная сила. Нет, это скользкая дорожка, которая начинается с маленьких, казалось бы, несущественных нарушений. Представьте себе случай Айвана Чип Фредерика, которого вы, возможно, не знаете, но историю которого вам стоит услышать. Фредерик был обычным американским мальчиком из тех, кто любит бейсбол и мамин яблочный пирог. Но затем он стал надзирателем в печально известной тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где заключенных пытали. Жестоко пытали. И загвоздка в том, что до своего назначения в эту тюрьму Фредерик был самым обычным человеком. Он не родился в Ираке, он был парнем с приличным IQ, стабильным психическим состоянием и любовью к своей стране. Но Абу-Грейб, это место, превратило его в нечто мерзкое, в человека, который приступил все свои моральные устои и сам пытал людей. И если вы думаете, что вы чем-то отличаетесь, то вас ждет разочарование. Правда в том, что грань между добром и злом гораздо более размыта, чем вам хотелось бы верить. Вы все еще можете цепляться за утешительную веру в то, что вы по сути своей хороший человек, что ваша личность неизменна, как звезды на ночном небе. Но позвольте мне разрушить эту иллюзию. Идея о том, что ваш характер неизменен, что то, кем вы являетесь, остается неизменным во всех ситуациях, это чистый вымысел. То, кем вы являетесь, не вечно, это не высечено на камне, это написано на песке, постоянно меняющимся под влиянием приливов и отливов вашего окружения. Подумайте о том, как вы ведете себя со своими друзьями по сравнению с тем, как вы ведете себя перед ребенком. И являетесь ли вы одним и тем же человеком в обоих сценариях? Конечно же нет. А теперь давайте сделаем еще один шаг вперед. Представь, что ты участвуешь в эксперименте Милгрома, культовом, хотя и глубоко тревожном исследовании человеческого поведения. Ты учитель, которому поручено бить ученика электрическими разрядами за каждую допущенную ими ошибку. Разряды начинаются с небольших значений, но не успеваешь оглянуться, как они возрастают до опасных для жизни 450 вольт. Ученик кричит, умоляет тебя остановиться, но ты продолжаешь. А почему? Просто потому, что так сказал парень в белом халате, который отвечает за этот эксперимент. В этих условиях ошеломляющие 65% участников, обычных людей вроде тебя, применяли максимальное напряжение к людям, которых они видели первый раз в жизни. Они не были садистами, это были обычные люди, поддавшиеся влиянию ситуации и авторитетной фигуры, нависшей над ними. То, что говорит нам Зимбарда, не оставляет сомнений в том, что подходящие или скорее неподходящие обстоятельства могут превратить любого из вас в безжалостное орудие. И если ты все еще со мной, то давай поговорим о чем-то еще более мрачном, хорошо? Зимбарда не просто об этом говорил, он воплощал это на практике, или скорее он провел один из самых противоречивых психологических экспериментов в истории – Стэнфордский тюремный эксперимент. Представь себе вот что. 24 студента колледжа. Все они опрятные, воспитанные, из среднего класса, психологически устойчивые, и все они помещаются в имитацию тюремной среды. Половина из них случайным образом назначается на роль охранников, а другая половина становится заключенными. Охранникам выдают форму, дубинки, зеркальные солнцезащитные очки, которые скрывают их глаза и, соответственно, их человечность. Заключенных раздевают догола, обмывают и дают номера вместо имен. Проходит совсем немного времени, как этот психологический театр превращается в полномасштабный кошмар. Охранники, эти якобы нормальные, порядочные ребята, начинают упиваться своей властью.
Они заставляют заключенных мочиться в ведра, раздевают их догола и запирают в темных карцерах в качестве наказания. Один охранник даже получил прозвище Джон Уэйн за свои особенно жесткие методы. И все это произошло всего лишь за 6 дней. 6 дней, после чего эксперимент пришлось прекратить. При определенных условиях ваша мораль может рухнуть быстрее, чем замок из песка во время урагана. Я знаю, вы думаете, что в той же ситуации вы бы действовали по-другому. Но правда в том, что вы на самом деле просто не знаете этого, не так ли? Так что же склоняет чашу весов в ту или иную сторону? Почему такие люди, как Фредерик или охранники из Стэнфорда, сходят с ума, в то время как другие остаются в здравом уме? Зимбардо указывает на один особенно отвратительный ингредиент в рецепте зла. Это повиновение авторитету. Будь то человек, учреждение или свод правил, власть может заставить даже самых праведных из вас совершать бесчеловечные поступки. Давайте вернемся ко второму эксперименту Милгрэма. Его участники, как всегда, не были изначально злыми. Они просто выполняли приказы, веря, что вносят вклад в общее благо. Это повиновение авторитету началось не с эксперимента Милгрэма, и уж точно на нем не закончилось. Достаточно взглянуть на массовую бойню в Джонстауне, чтобы убедиться в этом. Джим Джонс, харизматичный лидер, который изначально выступал за утопические идеалы, постепенно превратился в тирана. Его последователи этого не ожидали. Они доверяли ему, повиновались ему, даже когда он раздавал им чашки с напитком, приправленным цианидом. В тот день погибло более 9 сотен человек, и не потому, что они были злыми, а потому, что они были послушными. Вот тебе вопрос. Сколько раз ты повиновался приказу не потому, что это было правильно, а потому, что это было проще всего? Как часто вы подвергаете сомнению авторитеты в своей жизни? Или же вы просто предполагаете, что они должны знать лучше, а что они правы по умолчанию? Может быть, пришло время начать задавать эти неудобные вопросы, прежде чем вы окажетесь по колено в зыбучих песках морали. Но ведь дело не только во власти, не так ли? Ведь на пути ко злу есть еще один коварный спутник. И это потеря личной ответственности. Представь себе такой сценарий. Ты участвуешь в эксперименте Милгрэма и увеличиваешь напряжение по мере того, как ученик в соседней комнате кричит от боли. Но тебе же не о чем беспокоиться, не так ли? Парень в белом халате сказал, что возьмет на себя всю ответственность, так что на самом деле это не твоя вина, если что-то пойдет не так. Эта концепция известна как деиндивидуализация, и это чертовски скользкая дорожка. Именно по этой причине люди в толпе бунтарей носят маски, солдаты надевают форму, а тролли в интернете прячутся за анонимными аккаунтами. Как только ты почувствуешь, что твои действия нельзя отследить до тебя, то сбросить оковы морали становится пугающе легко. Зимбардо поставил брошенную машину в Бронксе, довольно криминальном районе, и в течение нескольких часов она была разграблена и уничтожена. Но в другом районе, где людей скорее всего узнают, та же самая машина осталась нетронутой, как будто невидимой. Это суровое напоминание о том, что когда покров анонимности опускается, когда ответственность отклоняется или рассеивается, зло находит плодородную почву для роста. Сколько из вас, прячущихся за своими экранами, сделали и сказали что-то, на что никогда не осмелились бы лично, глядя в лицо человеку? Легко спрятаться, легко стать кем-то другим, когда никто не смотрит. Но является ли этот кто-то человеком, с которым вы хотели бы встретиться в зеркале? А еще есть фактор дегуманизации, последний гвоздь в крышку гроба сочувствия. Как вы можете заставить кого-то совершать зверство по отношению к своим собратьям? Да легко. Вы убеждаете их в том, что эти другие на самом деле вообще не люди. Это психологический трюк, который оправдал некоторые из самых ужасных зверств в истории. Зимбардо освещает леденящую душу результаты исследования Альберто Бандуры в Стэнфорде. Студентам было предложено контролировать и наказывать другую группу на основании их решений. Но в чем загвоздка? Людям, выбранным в качестве карателей, рассказали кое-что про одну из групп людей, которых они должны были наказывать. Им рассказали, что люди из этой группы не белые и пушистые, их буквально обесчеловечили. И что вы думаете? Само собой, наказания, применяемые к этой дегуманизированной группе, были гораздо более суровыми, чем те, которые были применены к другой группе людей, которых описывали как понимающих и добрых. Это та же извращенная логика, которая подпитывала нанкинскую резню, когда японские солдаты, видя в китайских мирных жителях недочеловеков, развили в себе невообразимую жестокость. Вам хотелось бы думать, что такого рода дегуманизация относится к далекому прошлому или существует только в сердцах этих других злых людей. Но присмотритесь повнимательнее к своему сегодняшнему миру. Как часто вы слышите, чтобы людей называли животными, подонками, паразитами? Как легко становится, как только эти ярлыки наклеены, закрывать глаза на страдания, чтобы оправдать жестокость. И вот в чем заключается ужасающая правда. Момент, когда вы перестаете видеть в ком-то полноценного человека, это момент, когда вы открываете дверь своему собственному темному потенциалу. Но подождите, это еще не все.
Слова, как говорится, могут быть оружием, и когда они используются достаточно эффективно, они могут замаскировать даже самые ужасные издевательства. Зарождается настоящий язык из эвфемизмов, вылизанный, очищенный словарь, который превращает пытки в допросы с пристрастием, а геноцид в вынужденные чистки. Это лингвистический эквивалент заметания кровавых крошек под ковер человеческой морали. Зимбардо исследует, как эвфемистический язык и проработанные идеологии служат прикрытием для злодеяния, позволяя преступникам спокойно спать по ночам. Но вернемся к эксперименту Милгрэма. Участникам сказали, что они вносят свой вклад в науку, помогая улучшить память, хотя на самом деле они причиняли другому человеку настоящую боль. Они думали, что делали что-то хорошее, что-то необходимое. Вторжение США в Ирак и последующие пытки в Абу-Грейб не были представлены как зверство. Они были представлены как необходимые действия в борьбе с терроризмом, как необходимое зло для защиты национальной безопасности. Солдаты, действующие под этим идеологическим прикрытием, считали себя хорошими парнями, даже совершая действия, которые позже осудит весь мир. Это мрачное напоминание, что когда повествование искажается, когда язык смягчается, зло, которое следует за этим, может быть рационализировано, оправдано и даже прославляемо. Итак, в следующий раз, когда вы услышите, как кто-то искажает слова, чтобы что-то мерзкое звучало добродетелью, спросите себя, что же на самом деле происходит под этой отполированной риторикой. Но давайте пока не будем погружаться в отчаяние. Если путешествие Зимбардо в темные уголки человеческого разума чему-то нас и научило, так это тому, что у нас все еще есть выбор. Возможно, вы идете по натянутому канату над пропастью, но это не значит, что вы должны упасть. Способность творить зло может быть внутри вас, но и способность к героизму тоже. Так что же нужно, чтобы противостоять соблазну тьмы и сил, тянущих вас к аморальному поведению? Ответ заключается в личной ответственности. Речь идет о принятии собственных решений, даже когда ситуация позволяет спрятаться за анонимностью или властью. В эксперименте Милгрэма некоторые участники, несмотря на давление, отказались продолжать, вместо этого предпочтя уйти. Они сделали это не потому, что они были сильнее или лучше. Они сделали это потому, что решили взять на себя ответственность за свои же действия, даже когда никто другой этого не сделал. Это напоминание о том, что способность сопротивляться – это не то, с чем ты рождаешься, это то, что ты выбираешь, мгновение за мгновением, ситуация за ситуацией. Но вот в чем загвоздка. Ты должен быть бдителен, ты должен быть готов встать, даже когда это неудобно, даже когда все остальные сидят. И именно это, друзья мои, и отличает потенциального героя от потенциального монстра. Так как же противостоять притяжению власти, когда она ведет тебя по темному пути? Ответ может показаться простым, но на практике все далеко не так. Тебе нужно подвергнуть сомнению авторитет. Да, друзья мои, все верно. Подвергайте все сомнению. Только потому, что кто-то носит форму, имеет звание или уверенно говорит, это еще не значит, что он непогрешим. Работа Зимбардо снова и снова показывает нам, что представители власти, если их не контролировать, могут подтолкнуть хороших людей к совершению очень плохих поступков. Легко попасть в ловушку, думая, что те, кто находится у власти, должны знать, что лучше, что они должны действовать в своих лучших побуждениях. Но история изобилует зверствами тех, кто слепо следовал приказам. От трагического повиновения, наблюдавшегося в эксперименте Милгрэма, до слепого следования авторитету, приведшего к бойне в Дженнистауне. Власть, если ее не контролировать, может быть опасным проводником. Но ты не бессилен перед лицом власти. У тебя есть голос, у тебя есть право сказать «нет», уйти, сопротивляться. Так что в следующий раз, когда кто-то скажет тебе сделать что-то, что не согласуется с твоей совестью, сделай шаг назад, подумай, задай неудобные вопросы. Это и есть разница между тем, чтобы быть слепым последователем и быть героем. Но среди всех этих разговоров о зле есть и другая сторона – это герои. Те, кто предпочитает действовать смело, когда все остальные парализованы страхом или подчинением. Зимбардо не просто оставляет нас в пучине отчаяния, он дает нам выход, путь к добру. И все начинается с действия. Что отличает героя от всех остальных? Это не сверхчеловеческая сила или непоколебимая уверенность. Это готовность действовать, в то время как другие стоят в стороне. Возьмем историю Уэсли Отри, героя нью-йоркского метро. Когда мужчина, страдающий от припадка, упал на рельсы метро, Уэсли не колебался. Он не стал ждать, пока кто-то другой возьмет на себя инициативу. Он спрыгнул вниз, втиснул мужчину в траншею между рельсами и прикрыл его собой, когда поезд с грохотом пронесся над ними. В то время как другие в ужасе застыли на месте, он рискнул своей жизнью, чтобы спасти незнакомца. В этом и заключается суть героизма. Не в грандиозных жестах на поле боя, а в простых решительных действиях в повседневной жизни. Речь идет о том, чтобы не переваливать ответственность на других, а чтобы выбирать правильный путь, даже когда это ужасно.
Героизм не является чем-то недоступным для обычных людей. Это выбор, и его нужно делать каждый день. И это подводит нас к самой неприятной истине, которую Зимбардо вбивает в наши головы. Ты и я, все мы несем в себе семена как добра, так и зла. Мы ходячие противоречия, способные на высокие акты героизма и низменные жесты жестокости. Выбор между этими двумя крайностями – это не то, что происходит один раз. Это постоянная борьба, ежедневная битва. В один момент ты можешь быть героем, в следующий, при правильных обстоятельствах, ты можешь стать злодеем. Зимбардо призывает нас признать эту двойственность внутри нас самих, понять, что потенциал для зла есть не только где-то в далеких отсталых странах. Это внутри каждого из нас. Это не призыв к отчаянию, а скорее призыв к бдительности. Понимая эту двойственность, принимая тот факт, что у вас есть потенциал как для добра, так и для зла, вы становитесь более подготовленными к управлению своими действиями, к принятию решений, которые соответствуют вашей природе. Это осознание делает вас не просто лучшим человеком, это делает вас более осознанным, готовым действовать обдуманно. Речь идет не о том, чтобы бояться того, кем вы могли бы стать. Речь о том, чтобы каждый день выбирать, кем вы хотите быть. И по мере того, как мы приближаемся к завершению этого исследования, важно понять, что грань между добром и злом – это не просто философская концепция, это практическая повседневная реальность. Работа Зимбардо – это суровое напоминание о том, что эта грань может сдвигаться, может размываться в зависимости от выбора, который мы делаем, и ситуаций, в которых мы оказываемся. Но вот в чем загвоздка. Знание этого, понимание этого означает, что у вас есть сила, которой нет у многих. Ты не просто еще одно лицо в толпе, слепо выполняющее приказы или поддающееся давлению своего окружения. Ты осознаешь факторы, которые могут привести тебя на темный путь. И с этим осознанием приходит ответственность. У тебя есть сила сопротивляться, действовать, быть героем в своей собственной истории. И это не просто какой-то возвышенный идеал, это необходимость. В мире, где границы морали постоянно подвергаются испытаниям, где авторитетные фигуры и общественное давление могут подтолкнуть тебя к злу, осознание этих сил дает тебе инструменты для того, чтобы дать отпор. Так на чьей же ты стороне? Готов ли ты выбрать свет, когда надвигается тьма? Готов ли ты быть тем, кто действует, когда другие сомневаются? Потому что, в конце концов, речь идет не просто о том, чтобы избежать зла. Речь идет об активном выборе добра. Подытожим. Эффект Люцифера – это не просто книга о темной стороне человеческой природы, это призыв. Это вызов каждому из нас, чтобы противостоять потенциальному злу внутри себя и сделать сознательный выбор в пользу добра. Ситуации, в которые вы попадаете, будут испытывать вас, будут подталкивать вас к той черте, где добро и зло размываются. Но именно в эти моменты испытания раскрывается ваш истинный характер. Запомни уроки, которые мы извлекли. Подчинение авторитету, потеря личной ответственности, дегуманизация и соблазнительная сила эвфемизмов. Все это может привести тебя на темный путь. Но также помни, что внутри тебя есть сила сопротивляться, задавать вопросы, действовать героически, даже когда все складывается против тебя. Тебе не нужен плащ или суперспособности, чтобы быть героем. Тебе нужно мужество, чтобы действовать, чтобы каждый день выбирать свет, а не тьму. И именно это, друзья мои, и будет иметь решающее значение. Это нелегко, это не всегда понятно, но это необходимо. Потому что, в конце концов, история вашей жизни пишется не ситуациями, в которых вы оказываетесь. Она пишется тем, как вы реагируете на них. Так что выбирайте с умом. Будь героем, а не монстром. И когда ты окажешься на этом моральном перепутье, что неизбежно случается со всеми нами, сделай глубокий вдох, загляни внутрь себя и вспомни уроки, которые мы изучили сегодня. Спасибо, что отправились в это путешествие со мной, и до следующего раза. Продолжайте задавать вопросы, продолжайте стремиться и продолжайте выбирать свет.